Везде пошло. И в Фейсбуке пошло. И в Ютубе пошло. Всё. Ну что, как закричит он бывало. Ну что? 21:01, 02.05.25, пятница, вечер. И сразу к нам стучит почтальон, всегда стучит дважды. Ну, висткарь же это фактически почтальон, значит, Фактически, да, будем да. считать, что почтальон. Еще один синоним. Да, мы в эфире уже на Ютубе, на Фейсбуке и по просьбам трудящихся в Твитче. В Твитче тоже трансляция идет. Что не идет? Должно идти. В общем, так что мы расширяем количество, не знаю, как это назвать, передатчиков информации. То есть нашу маму и там показывают. Нас можно теперь смотреть в Твиче, Фейсбуке и на Ютубе. Так что будем надеяться, что как можно больше людей нас посмотрит. С чем всех и поздравляю. Ну что, Сергей, перейдем, наверное, тогда к тому, что у нас прошло на неделе, да? Ну, в первую очередь, ну, не в первую, наверное, но многострадальная дил про корыстные копалины таки подписан. Что там Дил подписали, подписан. не очень понятно. Непонятно, какое это имеет отношение к безопасности Украины и всему остальному, но подписали. Но меня там два пункта, которые мне не нравятся. Вот первый пункт, что у них без налогов только этот один фонд будет работать, а вся Украина что? Это ж так хорошо, без налогов. Не, если это хорошо без налогов, то почему все остальные с налогами? Абсолютно правильно. А то этот фонд получается без налогов и в Украине, и в США, а мы тут все остальные должны Гетьманцеву с OLX деньги платить. А еще и на YouTube же налог вводят. То есть он хочет еще дополнительно деньги, которые с YouTube получают, снимать. Но нас голыми руками не возьмешь, мы ФОПы, мы и так налоги платим. Так что ха-ха-ха, Гетьманцев, не дадим вам лишних денег. А второй, кстати, что меня смущает, то, что там написано, что в этом договоре приватизация государственных предприятий не предусмотрена. Вот это вообще засада. Такой был бы вариант, то есть способ как раз, вот как-то американцы не додавили, как раз приватизация госпредприятий тоже было бы хорошо. То есть две вещи, которые можно было продавить, они не продавили. То есть к чему тогда этот договор, вообще непонятно. Ну, там очень много вопросов, как бы, если начать копать. Но по большому счету, мне кажется, этот договор, он не предназначен для копания. Это чисто такая формальная бумага, бюрократическая, которая выполняет в основном функцию прикрытия занятости. То есть чиновники, вот чем-то они же занимались все это время, имитировали какую-то деятельность. Вот, ну, не знаю, может быть, Трамп каким-то образом сможет использовать это для отмазки того, что он вот потратил деньги, Америка, мол, потратила деньги в Украине, а он теперь нашел способ эти деньги вернуть. Но дело в том, что уже было заявление о том, что украинская сторона трактует этот договор как отказ от любых претензий за прошлое. То есть, ну и якобы показывают в договоре строчки, где написано, что все, что было внесено в Украину американцами, оно как бы не считается. Считаться будет только вот с этого момента. Но и одновременно министр финансов, который этот договор подписывал, он уже успел заявить, что этот договор рассматривается именно как метод получения компенсации за вложенные в Украину деньги. То есть тут полная противоположность понимания того, что они подписали. Но я думаю, что это только начало таких, так сказать, негласных конфликтов и противоречий. Там ведь в самом этом тексте там нет ничего практически значимого, то есть никаких деталей. Там только декларации, пожелания, заявления, фантазии, так сказать, и мечты. А если дело дойдет до реализации, то там могут возникнуть очень много непреодолимых трудностей. В частности, уже известно, что будет некая техническая договоренность, то есть некий технический договор, как называют ее в украинском правительстве. То есть там как бы будет много дополнительных деталей, связанных с тем,
как все это будет функционировать. Смогут ли они договориться по поводу этих технических деталей? У меня никакой уверенности в этом нет. Вот. То есть, другими словами, мы видим такую советскую, реализована советская традиция первой очереди. Вот если любой большой проект в Советском Союзе реализовывался по очередям. То есть бралось что-то в начале, побольше, где денег можно потратить. Вот, это все внедрялось с помпой, оркестром и, значит, речами это все дело открывалось, а потом ко второй стадии, ко второму этапу уже никто и не переходил, собственно. Вот, то есть здесь, мне кажется, что мы рискуем увидеть примерно ту же картину. То есть потрачено время, силы, нервы, и главное, заполнено огромное пространство, информационное вот именно пространство, разговорами об этом договоре, и на этом как бы вроде все. А что там будет дальше, никого уже, в общем, не интересует. Тут, в общем, абсолютно правильно замечено, что этот договор, по большому счету, он ничего не меняет. А ведь суть подобных инициатив, она ведь заключается в том, что они делают какую-то важную перемену. То есть, если у вас есть проблема, например, в данном случае это восстановление украинской экономики, и если вас не удовлетворяет текущее состояние дел, и вам надо перейти к некому более качественному состоянию, улучшенному, то для этого надо применить какое-то, значит, действие, какой-то ход, реализовать какой-то, значит, переход. И вот ради этого и создаются подобного рода проекты. То есть создаются эти фонды, там какие-то подписываются договора и так далее, которые однозначно четко сигнализируют, что вот было так, а теперь благодаря вот этому договору будет теперь по-новому. А в данном случае весь текст договора и все комментарии сводятся к тому, что не-не-не, не беспокойтесь, ничего не изменится, все как было, так и будет. И, значит, никаких трансформаций. То есть, другими словами, возникает вопрос, ну так а почему бы тогда просто не продолжить то, что происходит сейчас? Человечеству известна практика подобных рода действий. То есть, ну, мы из истории знаем, было много случаев, когда люди ставили большие масштабные проекты перед собой, создавали какие-то структуры, назовем это фондом, как угодно. И этот фонд, он выпускал, как правило, акции или какие-то другие ценные бумаги, которые котировались на бирже. То есть эти бумаги выпускались на биржу, продавались всем желающим, в первую очередь инвесторам, то есть тем, кто занимается этим профессионально. И таким образом этот фонд получал сразу капитал, который можно было бы вкладывать в те проекты, которые, собственно, о которых идет речь. В данном случае мы видим ситуацию, когда нет никаких денег, то есть есть некая надежда на деньги, то есть что вроде как американцы, наверное, что-то вложат, какие-то привезут, как тут написано, значит, технологии там, или ноу-хау, значит, другими словами. А украинское правительство будет выдавать, значит, разного рода разрешения, лицензии, которые, значит, надо будет продать, а деньги от вырученных вот этих лицензий можно будет тогда вложить вот в этот фонд. Ну, по моему зрению, с моей точки зрения, это звучит абсурдно. То есть вместо того, чтобы этот рынок освобождать, вместо того, чтобы снижать порог доступа к рынку природных ресурсов, позволив заниматься разработкой этих природных ресурсов всем желающим, их жестко запирают за какой-то системой разрешений, лицензий, значит, там, квот и так далее. И таким образом государство, получается, заинтересовано в том, чтобы ценить это выше, то есть чтобы оценивать разрешение на добычу каких-то материалов гораздо больше, чем это могло бы, например, стоить. Какой в этом смысл? Только один – сдерживать добычу полезных ископаемых, а не способствовать ей. То есть здесь, мне кажется, фонд зарабатывает не на том. То есть вместо того, чтобы либерализировать рынок, либерализировать режим доступа к ресурсам, этот режим доступа усложняется и ужесточается.
Значит, мое внимание привлекла, например, вот комментарий, из которого исходит, что управление фондом будет происходить по принципу 50/50. То есть, скорее всего, там возникнет какой-то, значит, совет директоров, в котором будет одинаковое количество мест от Украины и от Америки, и они будут иметь равные голоса. По-моему, это тупик. То есть никакой реально работающей системы управления с таким распределением голосов построить невозможно. Потому что ясно, что представители разных стран будут придерживаться некой единой позиции, потому что здесь все решает государство. Они здесь, по сути, представители государства, представители своих правительств. Это не какие-то разрозненные инвесторы, у которых каждого свой интерес. Нет, здесь будут сидеть чиновники. И таким образом они будут придерживаться единой позиции. То есть по любому вопросу будет возникать ситуация 50 и 50. И в итоге они не смогут сдвинуться с места. Им все вопросы нужно решать единогласно. А это означает, что никаких споров, никаких дискуссий, никаких, так сказать, продвижений вперед в каких-то вопросах не предполагается. То есть я подозреваю, что сами основатели этой всей затеи, они исходят из того, что ничего они, в общем, решать и не собираются. Их задача сидеть в этих креслах, получать большие зарплаты и, так сказать, просто обеспечивать себе состоятельное будущее. Отдельно комментируют вопрос, связанный с тем, что военная помощь Соединенных Штатов будет засчитываться в качестве взноса. Честно говоря, мне непонятна тоже логика таких решений. То есть это совершенно часть другой идеи. То есть здесь явно притянута за уши идея финансирования вооруженных сил Украины, то есть снабжения ее какими-то материальными ресурсами. Эта идея искусственно встроена в документ, который говорит вообще совершенно о других вещах. Мне это напоминает мою студенческую молодость, когда у нас было популярно, например, там в курсовой по стройматериалам вшить кусок курсовой по там, я не знаю, по какому-нибудь, по теормеханике. И таким образом как бы увеличивается объем материала из расчета того, что преподаватель все равно все это не читает, получается эффект позитивный. Вот так примерно выглядит и здесь ситуация. То есть здесь явно вложили из другого материала текст. Вы правильно абсолютно заметили насчет того, что игнорируется приватизация. Да, то есть речь идет, особенно подчеркивается, вот комментаторы из украинского правительства, они особенно подчеркивают, что и Укрнафта, и Энергоатом, и так далее, все это остается государственным, и ничто им не грозит, никакой трансформации не будет. Вот, такая это означает, что ничего и не изменится в их характере работы. А их характер работы – это тратить деньги, а не зарабатывать. То есть они обслуживают интересы чиновников. А интерес чиновников не в генерации дохода, а в максимально возможных расходах, потому что ему надо потратить бюджет. Если он не потратит его в этом году, в следующем году его урежут просто. Поэтому он должен потратить обязательно деньги, выделенные, так сказать, ему. Более того, если он плохо работает, если он не справляется с какими-то задачами, то, как правило, его же не закрывают, не распускают. Нет, идет решение, ага, надо добавить финансирование. То есть, в общем, будете тратить еще больше. То есть, таким образом, и этот фонд, он, в общем, тоже выглядит скорее механизмом растрат ресурсов, которые на самом деле можно было бы перенаправить в какое-то конструктивное русло. Тот факт, что, опять же, украинская сторона настаивает на том, что здесь упомянуто в тексте договора, действительно эти места можно найти, что речь идет только о новых каких-то проектах. То есть все то, что уже начато, то, что уже работает в Украине, оказывается, такое есть. Ну, поверим на слово. Это все не считается. Это как бы в работу фонда не будет вписано. А вот только новые какие-то выданные лицензии, новые разрешения, новые, значит, квоты, вот они будут только фигурировать. Что это означает? Это означает, что, ну, по-моему, это означает две вещи на самом деле. Первое,
что на самом деле ничего у нас не работает, то есть нету никаких денег особенных. Были бы деньги, мне кажется, они бы захотели их подключить к этому проекту. А второй вопрос, вторая это то, что те работающие какие-то скромные, может быть, по объемам, но вполне достаточные по доходности проекты уже розданы. То есть они розданы своим людям, своим или самим чиновниками присвоены. Вот. И они не хотят, чтобы в эти дела вмешивались какие-то посторонние силы. То есть какие-то американцы там какие-то со своими идеями и так далее. То есть не нужны ни ваши технологии, ни ваше, значит, там, новаторство. Мы тут сами справимся. Вот. То есть это явно попытка сохранить вот это вот отдельное, так сказать, хозяйство нетронутым. То, что они полностью говорят о том, что это никак не противоречит, значит, курсу на евроинтеграцию и так далее, явно это тоже выглядит немножко надуманным. То есть, может, формально это и не противоречит, но это может стать препятствием в любой момент. Мы видим, что переговоры с Евросоюзом только-только начинаются, они еще как бы даже не стартовали полноценно. Вот. А Евросоюз предполагает довольно серьезное внедрение, так сказать, в экономическую деятельность страны-кандидата. Причем в первую очередь регулируя эту деятельность. А это означает, опять же, что здесь вполне возможно, что возникнет конфликт. То есть европейцы могут через какое-то время, спустя какое-то время, указать украинскому правительству на то, что, ну, смотрите, а у вас же тут вот с американцами вы тут что-то замутили. А это нас не устраивает, это противоречит нашей концепции управления вот этими рынками, там, значит, государственному какому-то мониторингу, контролю и так далее. Как будут выглядеть взаимоотношения Европы, ЕС с Америкой через какое-то время, можно только гадать. Явно, что они как-то не выглядят сильно привлекательными. Европейцы все время находят какой-то повод обвинить Америку в том, что она там на что-то посягает. В Европе постоянно звучат голоса о том, мы не должны зависеть от Америки, мы не должны, значит, впадать в зависимость от ее каких-то денег, ресурсов и возможностей. Кто гарантирует, что через какое-то время эти настроения не будут распространяться и на вот эту вот, на этот договор? Я тоже абсолютно согласен с тем, что замечание об отсутствии налогов выглядит, конечно, очень красноречиво и на самом деле, по сути, подтверждает вывод о том, что налоги – это зло, налоги – это грабеж. То есть здесь государство говорит, нет, мы не будем, значит, подвергать налогообложению деятельность вот этих, значит, этого проекта. Причем ни в Украине, ни в Соединенных Штатах. Ну хорошо, вы заботитесь об эффективности инвестиций, понятно. Тут это абсолютно любому человеку понятно. Налоги не нужны, чтобы были более качественные результаты. Ну так тогда почему бы не распространить эту практику и на другую экономическую деятельность? Почему украинские предприниматели страдают от жесточайших, абсурднейших налогов, а в это время правительство обсуждает, значит, возможность освободить от налогов какие-то, значит, проекты, в которых оно само задействовано? Я для себя объясняю это двумя причинами. Первыми – это то, что на самом деле соавторы проекта не строят никаких иллюзий и ничего не ожидают. То есть они и не предполагают, что налогообложение даст здесь какие-то серьезные результаты. Это первое. А второе, мне кажется, что здесь скорее чиновники и в лучших своих побуждениях и, так сказать, мечтах и проектах, они предполагают, что им, наверное, будет выгодней прямые механизмы отмывания денег. То есть они будут вовлечены в сами эти проекты, и отмывать деньги прямо там, внутри, так сказать, без необходимости сначала собирать налоги,
потом эти налоги попадают в бюджет, потом ты должен использовать какую-то схему для того, чтобы эти деньги из бюджета изъять, отмыть и положить их в карман. Нет, они скорее здесь предпочитают более простую модель непосредственного участия в самом проекте и отмывать деньги непосредственно здесь. То есть эти выделенные финансы, они будут, скорее всего, тратиться просто с теми компаниями, которые будут выгодны тем или иным чиновникам. То есть они, по сути, хотят сократить путь между бюджетом и своим карманом. Значит, из всего, что еще в этом договоре упомянуто, я бы обратил внимание на настроения, связанные с тем, что первые 10 лет, ну так, собственно, говорят, опять же, в правительстве Украины, первые 10 лет ожидается, что прибыли, которые там будут получать, они не будут распределяться, они будут реинвестироваться. Но что это означает? Представим, что у нас есть какие-то прибыли. Вот фонд дает какой-то доход. Почему эти деньги не использовать? Ведь цель-то фонда восстановления экономики Украины после войны, а это означает, что деньги нужны вот буквально сейчас, сразу. То есть в них острая нужда. А они говорят, нет, мы 10 лет будем реинвестировать. То есть, другими словами, они говорят, наш собственный фонд для нас важнее, чем экономика Украины. Вот мы сначала разжиреем, значит, разбогатеем, а потом уже вспомним и про Украину. Это выглядит странно, и это выглядит нелогично, если действительно поверить, так сказать, в то, что цель фонда развития Украины. На самом деле, мне кажется, что тут объяснение будет более банальным. Они просто, опять же, предполагают, что первые 10 лет там не будет никаких доходов, и распределять там будет нечего. А вот этот пункт о том, что они сразу изначально собираются избегать распределения и будут все реинвестировать, позволит чиновникам избегать любых объяснений, любых вопросов, типа, а где же деньги? Ну вот вы работаете, а что-то мы не видим, чтобы вы там что-то куда-то вкладывали. А у них будет универсальная отмазка, а мы и не собирались. Мы пока реинвестируем. То есть никто пока ничего на внешнюю, так сказать, сторону не выдает. Это, по-моему, банальная бюрократическая отмазка, которая даст им необходимый зазор, так сказать, в том, чтобы не вступать в неприятные для них обсуждения и объяснения. А потом, спустя 10 лет, они вполне могут сказать, а при чем здесь мы, те, кто тогда будет при власти. Они скажут, а при чем здесь мы? Мы, что ли, подписывали этот договор? Это вот попередники, так сказать, как у нас это принято. Вот. К ним и обращайтесь. Где они там живут сейчас? В Лондоне или еще в Мадриде, в Вене. Вот. То есть это традиционная украинская история, которая, скорее всего, будет повторяться. Я уже у себя на канале вспоминал цитату из Марка Твена, который когда-то очень тонко заметил, что шахта, в его понимании, это дырка в земле, которая принадлежит вруну или брехуну. То есть человек, который врет, он, как правило, вот и владеет этой шахтой. То есть тут логика его размышлений, по-моему, понятна. А вот то, что происходит сейчас в Украине вокруг вот этого вот договора, по-моему, только подтверждает такой подход. То есть мы должны быть готовым, что вокруг этого договора и вокруг деятельности этого фонда будет очень много вранья. То есть будут выдумывать что-то, будут спихивать друг на друга, будут обвинять друг друга в подрыве, в несоответствии договоренностям и так далее, и так далее. Все ведь дело в чем? Вот эта вот горнодобывающая сфера, она же в Украине полностью унаследована от Советского Союза. Все вот эти геолого-разведывательные работы и все прочие активности, они же велись в советское время. В современной Украине они уже, так сказать, по остаточному принципу финансировались.
И всем этим занималось государство. А если государство занимается такими вещами, то, как правило, оно генерирует единственный продукт – отчетность. Их не интересуют какие-то практические результаты. Их не интересуют там оценки коммерческие. Они просто не способны их давать, потому что в Украине нет рынка, в Украине нет свободной экономической деятельности. Поэтому все это было частью государственной политики. Поэтому, когда сейчас, в случае, если действительно дело перейдет к какой-то практической работе, окажется, что какие, собственно, запасы, а где эти запасы, а какие у них размеры, а есть ли экономическая целесообразность их добычи и так далее, то не надо удивляться. То есть эти вопросы встанут в полный рост, а ответов на них никто не имеет. Все это как бы начнется заново. То есть, если, например, американцы заинтересуются, представим себе действительно, что они заинтересовались какими-то материалами, там, редкоземельными металлами и еще чем-то, то они будут анализировать эту добычу и эти месторождения с коммерческой точки зрения, то есть с точки зрения прибыльности. Они не будут тратить деньги просто потому, что они когда-то подписали какой-то договор. Тем более, что так или иначе делать это будут частные компании. Государство будет только открывать им, так сказать, дорогу, возможности. Это в лучшем, так сказать, из сценариев. Вот. И в этом смысле, я думаю, нас будут ждать впереди еще очень много не всегда приятных сюрпризов. Агентство Рейтер вот провело опрос среди экспертов в сфере, значит, добычи полезных ископаемых и экономистов. И все они в один голос заявляют, что никакой реальной перспективы этот договор не имеет. Возможно, в будущем, в достаточно отдаленном будущем, возникнут условия, когда он может пригодиться. Но вот реально в ближайшее время, то есть тогда, когда он, собственно, и нужен, ведь смысл его в том, чтобы помочь экономике Украины возродиться после войны, восстановиться. То есть этой вот помощи как раз этот фонд не окажет. У него нет для этого никакого потенциала. Это чисто бюрократическая, так сказать, игрушка, которую они будут нянчить, и, так сказать, которую используют при первой возможности для того, чтобы как-то оправдать свою деятельность. То есть в длинном, как бы на длинном этапе, на долгосрочной перспективе мы видим, что этот договор не окажет никакого существенного влияния на ситуацию. То есть доходы и выгоды от этого договора, они носят гипотетический характер. И на него будет влиять, на результаты будет влиять очень много факторов, о которых мы сейчас даже и понятия не имеем. То есть мы не можем сейчас предполагать, что будет там через 10-15 лет в Украине, в Соединенных Штатах, на рынках, которые оцениваются, так сказать, как потенциальные. Вот. И будет ли актуальны вот эти проекты, так сказать, военной помощи Соединенных Штатов Украине и так далее. Тут очень много, повторяю, факторов, которые сейчас спрогнозировать очень сложно. Поэтому, если подвести итог, то можно сказать следующее. С американской точки зрения этот договор, безусловно, нужен Трампу, для того, чтобы сказать американцам, что вот я нашел способ отбить как бы американские деньги. То есть то, что мы вливали в Украину, вот у меня есть возможность эти деньги вернуть. Не думаю, что кто-то будет вникать в детали. То есть вполне возможно, что в Америке многих устроит то, что сам факт такого договора есть, вот договор есть, значит, в нем предусмотрены какие-то выплаты,
Следовательно, тем более упомянутые модные слова, редкоземельные металлы, там, значит, куча разных названий интересных каких-то, значит, минералов. Вот. То есть это вполне может для Трампа сработать. А вот с украинской точки зрения, с украинской стороны, со стороны украинского правительства, мне кажется, что интерес здесь только в том, чтобы получить какие-то достаточно хлебные места вот в этих органах управления этого фонда, посадить там своих людей или самим сесть в эти кресла. И долгое время, так сказать, гарантированно не менее 10 лет в самые трудные времена для Украины получать хорошо оплачиваемую, так сказать, зарплату. Вот боюсь, что в основном все это сводится вот к такой, так сказать, кормушке, которая на самом деле создана украинской властью. Из того, на что хотелось бы обратить внимание на этой неделе, безусловно, с моей точки зрения, достойно внимания вот этот blackout, который случился на западе Европы, в Испании, Португалии и частично там еще в некоторых странах. Тут, как говорится, интерес не столько в самом блэкауте, сколько в реакции на него. То есть, да, бывает, что, так сказать, электричество пропадает. Да, бывает, срабатывают разного рода защитные устройства. Вот, и люди сидят без света. Но, во-первых, на Западе это довольно редкое явление, надо учитывать этот факт. Я помню в свое время, когда был в Англии, мы как-то заговорили о том, что у нас вот свет выключают в Украине. Вот. А друг мой говорит, у нас тоже был когда-то, значит, такой случай. Один раз. Я говорю, а что же это было? Типа какая-то катастрофа, значит, природный катаклизм или что? Он говорит, нет, это был финал чемпионата мира по футболу в 1966 году, когда Англия играла. Вот. И в перерыве матча все британцы встали и ушли, включили электрочайники. То есть, и вот это, значит, посадило сеть в стране. Но вот здесь в данном случае я не думаю, что это испанцы включали чайники синхронно, но, скорее всего, проблема возникла не на стороне потребления, а на стороне генерации. И связано это с тем, что Испания и Португалия, они очень увлекаются альтернативной энергетикой. Вот во всей этой истории, повторяю, меня больше всего интересует реакция на это событие. А она выглядит очень подозрительно. Сейчас идет расследование, значит, этого случая, и оно засекречено, это расследование. Никто не ожидал, что его засекретят. Причем мы слышим довольно странные гипотезы. То есть сначала было сказано, сразу прямо прозвучала версия, что это была хакерская атака. Потом появилась, значит, версия какого-то природного явления, незнакомого, значит, человечеству. Вот. А потом все. И как бы на этом... А дальше все это будет покрыто мраком. Значит. Дальше мы будем все в секрете расследовать. Вот. Ну, хакерскую атаку уже, по-моему, отбросили. Всерьез погодный катаклизм тоже не рассматривают. Испанский оператор электрических сетей, они сделали официальное заявление, где сказали, что нет, это мы исключаем, тут даже нет разговоров. То есть проблема возникла в нашей системе, и вот мы выясняем, значит, в чем дело. Я посмотрел на некоторые комментарии людей, которые более-менее разбираются в этих вопросах, да и будучи сам энергетиком как бы по образованию, мне эти термины и понятия знакомы. Я склоняюсь к мысли, что все-таки действительно речь идет о том, что мы здесь столкнулись впервые с долговременной эксплуатацией, относительно долговременной эксплуатацией электрической системы, которой значительная часть энергии производится альтернативными источниками энергии, то есть ветра и фото- или солнечными батареями. В Испании
Португалии и отчасти в других странах, значит, достаточно серьезное последнее время перекос в пользу вот этих альтернативных источников. Все меньше энергии производится тепловыми станциями и гидроэлектростанциями. Атомные тоже, значит, находятся в загоне, как бы они не нравятся зеленым уже давно, и многие правительства борются с ними. Германия, например, наиболее успешной борьбы. Вот. И таким образом Европа оказывается в ситуации, когда они, особенно страны, где много солнца, где много тепла, они оказывают, и страны, к тому же, еще находящиеся на океанском побережье, то есть где есть стабильный надежный источник ветра. Океан – это как бы главный источник ветра. Они оказываются регулярно в ситуации, когда у них эти альтернативные источники перепроизводят энергию, и ее просто некуда девать. То есть в значительной мере Европа оказалась в ситуации, когда она способна более-менее управлять такой системой энергетической только в том случае, если речь идет о глобальном континентальном масштабе. Что это означает? Это означает, что если, допустим, в Испании солнечно и ветрено, то тогда часть энергии, излишки энергии, можно будет перебросить, например, на север куда-нибудь, там, в Финляндии, условно говоря. А если там в Португалии, допустим, тихо и ночь, то, значит, можно энергию брать откуда-нибудь там из Франции, где остались еще атомные электростанции. То есть речь идет о том, что энергию необходимо перебрасывать на уровне континентальном, на большие расстояния. А это означает, что Европе нужна мощная энергетическая сеть, сама сеть распределения энергии. И вот тут оказывается, что эта сеть давно уже не модернизируется. Несмотря на потребности такого рода, европейские электросети находятся еще в достаточно слабом, так сказать, состоянии для того, чтобы обеспечить вот подобного рода глобальные магистральные переброски, значит, электроэнергии. По последним оценкам, что если сейчас, на сегодня, зафиксировать уровень развития альтернативной энергетики в том состоянии, в котором оно есть сейчас, то для того, чтобы безболезненно реализовать концепцию глобального переброса излишков электроэнергии по всему ЕС, необходимо вложить в модернизацию электросетей более $1 триллиона. То ясное дело, что в Европе этих денег нет. То есть это означает, что Европа обречена, по сути, на то, чтобы мучительно переживать вот этот период, так сказать, трансформации. То есть увлечение вот этой альтернативной генерацией привело к тому, что возник вот этот перекос. Его надо было в определенном смысле сдерживать для того, чтобы одновременно успевать развивать сеть переброски энергии. Потому что никаких реально надежных, эффективных и недорогих средств аккумулирования энергии все-таки пока нет. Аккумуляторы очень дороги и ненадежны, когда речь идет о каких-то больших объемах. Альтернативные другие технологии находятся еще пока только на этапе испытаний. Вот. А другого способа, в общем-то, нет. То есть необходима глобальная единая система переброски энергии. Альтернативной полностью могла бы быть система распределенной электрогенерации. То есть когда вместо мощных электростанций, мощных ветряных и мощных, значит, солнечных электростанций распределять производство мелкими системами, разбросанными по частным хозяйствам, отдельным предприятиям и так далее, и так далее. Тогда, возможно, не возникла бы необходимость вот такого критического
критически важного вот, управления этими потоками энергии. Но, как мы знаем, опять же, политика государств в Европе, она направлена на то, чтобы, так сказать, откровенно педалить вот это развитие альтернативной энергетики в ущерб традиционной. И вот мы сейчас видим результаты. То есть мы видим, что возникла ситуация, когда в тот момент, когда эта солнечно-ветровая часть, она не справилась с тем объемом потребления, который был необходим. По разным. Тут причины могут быть разные. То есть автоматика может сработать по разным случаям. По разным причинам она может отключать систему. Потому что задача автоматической системы – это спасение ее. Это не забота о потребителе, это забота о самой системе производства электроэнергии. То есть в случае, если в этой энергетической сети возникает нештатная ситуация, она может возникнуть по разным причинам, то автоматика срабатывает без каких-то, так сказать, объяснений. И теперь задача, значит, расследователей выяснить, каковы были все-таки причины вот этих вот отключений. И тут, в свою очередь, по тем теоретическим изысканиям, которые на сегодняшний день есть, можно утверждать, что вот диспетчеризация, так называемая, производства электроэнергии, может быть надежной только в том случае, если альтернативная часть энергетики, энергетического вот, производства электроэнергии не превышает 12%, примерно, до 15% есть оценки. То есть, если у вас основная масса энергии производится, допустим, ядерными, тепловыми, гидроэлектростанциями, электростанциями, которые работают там на твердом топливе, на каком-то там, на газу или еще на чем-то, а на альтернативную остается там от 10 до 15%. Вот такую сеть можно успешно диспетчеризировать, как говорят специалисты. То есть ей можно управлять. То есть тот диспетчер, который сидит в центре управления, в центрах управления, они могут предвидеть изменение баланса спроса и предложения, так сказать, на этом рынке и успешно предотвращать любые коллизии. А если и возникнут какие-то сложности, то отключать только очень небольшие какие-то участки, где возникают действительно сложности. В ситуации, когда, допустим, у вас альтернативная энергетика занимает больше половины всей энергии, которая производится, она теряет управление. То есть диспетчер здесь бесполезен, потому что природа является стихией. То есть где свет, где будет сколько солнца, где сколько будет ветра, никто никогда не знает. И поэтому в этой ситуации вот эта вот управляемость, она перестает быть эффективной. И вот мы, судя по всему, столкнулись с первым таким проявлением, масштабным проявлением того, что перекос в системе производства электроэнергии в пользу альтернативной энергетики привел к тому, что возникла вот подобного рода катастрофа. Вот. Причем в странах, где, в общем-то, все зависит от электричества, это довольно серьезная проблема, и там люди в лифтах застревали, там останавливались какие-то, значит, производства критические и так далее. Причем, что интересно, в той же Испании там нет развитой системы дублирования. То есть там нет возможности, допустим, в случае пропадания электроэнергии традиционной включать там какой-то генератор или еще что-то. Нет, они не увлекаются такими вещами. Вот, оказалось, что во многих организациях, допустим, есть системы резервного питания, но они уже не включались много лет, и они просто не запустились. То есть, а если вы теряете время, то это как бы очень важное дело. Вот, то есть здесь мы видим вот сочетание всех этих факторов вместе, они привели к тому, что мы получили вот этот blackout, который, конечно,
должен стать уроком. То есть он должен стать уроком чиновникам, которые должны понять, что тут нельзя обмануть как бы естественное состояние дел. То есть рынок, он прекрасно регулирует такие вещи. И то, что государство вмешивается в энергосистему, в энергопроизводство, в рынок энергии, заканчивается вот обычно как бы такими вещами. То есть тут мы видим вот яркий случай такого злоупотребления. В принципе, я думаю, что это все из того, что достойно внимания на этой, что было достойно внимания на этой неделе. Закончить я хочу, наверное, все-таки коротко замечанием о том, что из Америки начали поступать сообщения о том, что они как бы собираются выйти из переговорного процесса. Там Джей Ди Венс, вице-президент, значит, американский, он заявил, что Америка вроде исчерпала себя как посредник, и теперь они ждут от Украины и России, значит, конкретных каких-то действий, начала переговоров уже непосредственно прямых, вот, и таким образом, значит, ну, похоже, что мы будем сталкиваться с новым форматом вот, переговорного процесса. Но тут я хотел бы просто сделать одно небольшое замечание. Америка, в общем-то, и не была посредником. То есть, если внимательно посмотреть на ситуацию, Америка играла свою собственную роль. Просто нам было в каком-то смысле выгодно то, что делал Трамп. Но Трамп преследовал свои цели. То есть, он был внешней силой, которая давила на стороны войны, на стороны конфликта, как это принято говорить в международной прессе. Вот, то есть он давил на Россию, он давил на Украину, на украинское правительство и на российское правительство. И таким образом удавалось каким-то образом, значит, делать вид, что идут здоровые какие-то процессы, направленные на прекращение войны. Но на самом деле, по большому счету, здесь отсутствовал именно самый важный элемент, потому что будь Трамп посредником, то это совсем бы меняло как бы конфигурацию. То есть это означало бы, что существует некий процесс между двумя странами, то есть между Россией и Украиной. А Трамп лишь только является фасилитатором, то есть он реализует возможность этому процессу существовать. А мы видим обратную историю. Никакого процесса нет. Между Россией и Украиной ничего нет. Ну или, по крайней мере, если это есть, то это как бы тщательно маскируется и спрятано за какими-то политическими интересами. А то, что открыто нашим глазам, то выглядит как скорее, так сказать, пинки со стороны Трампа и в сторону Москвы, и в сторону Киева, к тому, чтобы они шевелились и что-то, значит, предпринимали. Но вполне логично, что эти усилия Трампа заканчиваются ничем. Хотя, я уверен, он не ожидал, наверное, этого. Я думаю, он не ожидал этого. Он не ожидал, что настолько очевидно будет, что правительства и в России, и в Украине так будут заинтересованы в войне. Война настолько им будет выгодна, что они просто даже не будут допускать мысль о том, что надо как-то ускорять переговорный процесс, надо его инициировать и надо каким-то образом стремиться к миру. Нет. И мы видим, что и Москва, и Киев сознательно избегают приближения, так сказать, к миру. Находятся всевозможные отговорки, находятся все время какие-то очередные красные линии. Вот в частности сегодня мне опять попалось заявление на глаза украинского МИДа, где Сибига опять вспоминает о стремлении к НАТО. Ну, слушайте, ну сколько можно уже об этом НАТО говорить? То есть НАТО уже дало понять, что нет, ребята, мы дальше без вас. То есть вы там пока не разберетесь со своими проблемами, ни о каком НАТО речи быть не может. Наши говорят, нет, давайте, значит, принимайте нас в НАТО. Или там открывайте нам дорогу, перспективу, держите двери открытыми, или как там они придумывали вот этих эвфемизмов всяких на политическом своем языке. Вот, то есть мы видим, что по большому счету Трамп в этой ситуации, ну или Соединенные Штаты вообще,
Они здесь добиваются своих целей. То есть целью Трампа есть определенная система отношений с Россией, допустим. Потому что отношений с Украиной представить себе очень трудно. Украина настолько незначительный фактор как бы в общей картине европейских событий, что, безусловно, Трампа больше интересует, конечно, Россия. Как, как, так сказать, партнер по каким-то переговорным усилиям. Вот. Что там он хочет добиться этим, это его дело, но это как бы интересы Америки. Повторяю, здесь нет вот этого вот элемента именно посредничества. Посредничества здесь нет, и поэтому тот факт, что Америка меняет формат своего участия, он, в общем, не намного повлияет. То есть мы как были в ситуации, когда мы зависим от позиций своих правительств, в частности, мы в Украине зависим от позиции правительства Украины. Так и остаемся в этой ситуации. Изменить это как-то, переломить вот этот вот набор ценностей Трампу не удалось. То есть он не смог создать ситуацию, в которой для украинского правительства мир был бы более привлекателен, чем продолжение войны. Таким образом, мы будем сталкиваться с последствиями этого еще какое-то время. Ну а дальше, безусловно, должны брать верх объективные факторы. То есть деньги кончаются, ресурсы кончаются, и вот это единственное, что дает нам надежду на то, что даже если война и будет продолжаться, то, видимо, продолжаться она будет недолго, потому что ее просто нечем будет вести. Денег нет у воюющих сторон, и взять их особенно неоткуда. Поэтому вот, собственно, мне кажется, что вместо Трампа здесь будут влиять скорее объективные факторы на ту ситуацию, которая возникнет вокруг мирных переговоров. Спасибо. Я думаю, что я на сегодня выполнил свою задачу. Ну, давайте будем честными, что от Зеленского нифига не зависит, потому что он заложник вообще Украины. Пока люди в Украине не готовы сдаваться, Зеленский ничего сделать не сможет. Он готов был сдаться уже очень давно. Один человек, который может закончить войну, это Путин. Поэтому тут ни Трамп, никто, пока Путину может дать по голове, и все, и на этом закончится. Убить Путина, война закончится, все. Да, вот он ездил в Волгоград, почему бы, например, не устроить массовую атаку по Волгограду? С помощью трайдентов или першинов. Ну, видите ж, Трамп на это не пойдет. Поэтому, но это не наш путь, да. То есть это не путь американцев. С другой стороны, американцев никто в переговоры-то не звал на самом деле. Все рассчитывали, что они будут нашими союзниками, как они были до этого, и рассказывали о том, что они наши союзники. Поэтому тут это дело такое. Так что есть Путин, он может закончить войну. Никто другой в мире ее закончить не может, к сожалению. Поэтому это не от нас зависит. Мы можем хотеть мира, не хотеть мира. Мы можем хотеть воевать, не хотеть воевать. Но пока существует Россия и Путин, война так будет продолжаться. К сожалению, ничего не поделаешь. То есть нужно убирать Путина и разваливать Россию, тогда война и закончится. Ну, Трамп этого пока не понимает, американцы этого тоже не понимают, потому что никто не хочет разваливать Россию. Ну, это уж историческое, тут долго можно рассказывать исторический экскурс, почему американцы этого не хотят, и почему в течение 20 века 5 раз уже спасали Россию от распада и уничтожения. Но это уже вот так уже сложилось. И в 21 веке продолжают, вот что вся беда. Ну да ладно. Думаю, что да, можем заканчивать. Единственное, что я хотел вспомнить, что, кстати, по поводу лицензии, я тут немножко порылся в интернете. Единственный минерал, который можно добывать и который действительно нужен и американцам, и всем в мире, это титан. Крупнейший производитель титана в Украине, добытчик, кто был? Ну, он, по-моему, остался на оккупированной территории. Нет, Малышевское месторождение в Днепровской области. Это самое крупное месторождение титана в Украине. И владел им товарищ Фирташ. У Фирташа отозвали лицензию, и он под санкциями. На сегодняшний день лицензия на добычу титана свободна.
Ну что, Поэтому ее и есть. начнем. Вот с него-то, кстати, и начнется. Да. Ну, плюс еще есть завод «Титан» в Крыму, который надо отбить. И тогда у нас будет полный цикл, собственно, с «Титаном». Поэтому я думаю, что не зря говорилось о новых лицензиях. Вот эта новая лицензия на Малышевское месторождение, оно и пойдет в новый фонд, когда он будет создан. Вот помяните мое слово. Тут не надо глубоко копать. Вот они деньги, вот оно есть, вот оно свободное лежит, никому не нужное. Ну, там, как Фирташ в свое время получил это месторождение, это вообще целая отдельная детективная история. Это как-нибудь в следующий раз мы об этом поговорим. И сколько человек при этом нужно было бы убить. Не, ну действительно, реально убивали людей за это месторождение. Это серьезная история, 30-летняя. Там можно кино снимать на самом деле. И кино будет потрясающе. Точно так же, как и завод «Титан» в Крыму, который тогда даже Фирташ и отжимал. Ладно, это уже другая история. Точнее, это уже история об истории, а мы говорили сегодня о настоящем и немножко о будущем. На этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо за внимание. Да, живенько уложились. Все новости основные рассказали. Неделя какая уж была, такая была. В общем, и на этом будем сегодня заканчивать. А завтра с утра приходите все. Будет Владимир Золотарев. И напоминаю, что мы теперь можете смотреть нас не только в YouTube, а еще и на Фейсбуке, и в Твиче. Кстати, нам пишут, что в Твиче смотреть даже приятнее, там лучше качество изображения даже, чем в YouTube. Вот так. Кто мог подумать? Да, неожиданно. Да, так что, кому нравится качество, заходите в Twitch. Не, ну, в принципе, ничего такого странного нет. Twitch же он специально для живых эфиров с игрушками, а в игрушках все происходит достаточно быстро, и там дискретизация идет более точная. Так что заходите на YouTube, заходите в Twitch, заходите в Facebook, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Станет скучно, шлите деньги, покупайте наш мемкоин. И до встречи с Сергеем через неделю, а завтра утром с Владимиром Золотаревым ответим на все ваши вопросы, которые у вас возникнут. Да, на Твиче даже и сообщения нам пишут. Можно писать гораздо более длинные, чем на YouTube. Чат в Твиче я тоже читаю. И никто, кстати, в Твиче не написал. Люди, напишите в Твиче хоть что-нибудь. Два зрителя, которые смотрели нас в Твиче, можете нам что-нибудь там написать полезное. Ладно, все, всем спасибо. И до встречи, значит, с Сергеем через неделю, а с Владимиром Золотаревым завтра утром. Все, всем спасибо. Счастливо, пока.